Борьба между сторонниками президента Сирии Башара Асада и сирийской оппозицией приобрела затяжной характер, привлекая внешних участников. Асад получает военную помощь от России и Ирана, где российские вооруженные силы, ВКС, оказывают поддержку сирийской арабской армии и проправительственным формированиям посредством авиационных ударов, артиллерийской поддержки и предоставления разведывательной информации. Для выполнения задач на земле привлекаются частные военные компании, такие как ЧВК «Вагнер», а Иран отправляет свои войска и наемников. Сирийская же оппозиция включает в себя свободную сирийскую армию, исламистские группы, курдские формирования, отряды народной самообороны и сирийские демократические силы. Курдские группы борются как против ИГ, так и против режима Асада. Они получают поддержку от США, считающих их ключевыми союзниками в регионе. Турция поддерживает некурдские оппозиционные группировки. Причем в конфликтных ситуациях принимают участие и другие государства, такие как Саудовская Аравия, Катар и ряд западных стран, оказывающие поддержку различным оппозиционным группам. Эти страны оказали военную помощь своим союзникам, но огромных объемов оружия и боеприпасов всем не хватило. Сирийская оппозиция взяла за основу состав техничек, боевых машин, которые можно быстро собрать из пикапов или внедорожников. Такие машины впервые получили широкое применение во время Второй мировой войны, но их эффективность была доказана в 1987 году, когда армия Чада с помощью техничек уничтожила превосходящую ливийскую армию, потеряв всего 18 человек против 784 у противника. В бою техники использовали крупнокалиберные пулеметы, зенитные установки, блоки РСЗО и даже 240 мм авиационные ракеты С-24 «Буран» класса «Воздух-Земля». Некоторые машины использовали для установки модификаций гаубиц Д-30, танковых башен от БМП-1 или импровизированных минометов. Однако такие решения зачастую оказывались одноразовыми, конструкции выдерживали всего несколько выстрелов. У оппозиции катастрофически не хватало оружия и боеприпасов. В отличие от промышленного оружия, разработанного с использованием мельчайших деталей для нужд современной армии, гаражные изобретатели умудрялись превращать повседневные предметы и доступные материалы в смертоносные орудия войны. Простые пропановые баллоны и баки нагрева воды становились мощными взрывными устройствами. Такие самодельные бомбы-мины запускались с помощью самодельных минометов. Изготовленные с использованием толстостенных труб большого диаметра, эти орудия обеспечивали дальность полета снаряда до 3 километров. Оружие создается прямо на местах боевых действий, используя сварочные аппараты, электрические станки и любые доступные материалы. На улицах Алеппо и Дамаска использовались катапульты, изготовленные из дорожных знаков и резиновых жгутов, метавшие гранаты и самодельные взрывные устройства. Среди другого кустарного оружия были обнаружены самодельные снайперские винтовки. Для изготовления оружия приспосабливались любые подручные средства. Для токаря средней руки не требовалось много усилий для изготовления мортиры, другое название дульный гранатомет, позволявший выстреливать из приспособления для стрелкового оружия, ручную гранату или шашку на расстоянии до 200 метров. Мортиры для отстрела ручных гранат появились на рубеже 17-18 веков. Для метания использовались ручные мортирки, а также надевающиеся на ствол мушкета специальные воронки. Однако историческое оружие этим не ограничивалось. Например, французские винтовки МАЗ-36, немецкий автоматический карабин Штурм ГВХР-44 и даже 100-анковый пулемет, разработанный британским оружейником американского происхождения Хайремом Максимом в 1883 году, давно вышедшие из регулярного использования и ставшие музейными экспонатами, обрели новую жизнь.
Воины сирийской оппозиции продемонстрировали удивительную изобретательность в условиях дефицита вооружений. И это несмотря на то, что сочетание исторического хлама, самодельных технологий и импровизированной техники представляет опасность для окружающих, поскольку кустарное производство не гарантирует надежность, а соответственно безопасность. Однако, это лишь до неожиданного наступления оппозиционных войск в конце 2024 года. В сети уже распространился ряд фото и видео, на которых фиксируется, какие же трофеи имеют отряды сирийской оппозиции. Там можно увидеть действительно интересные образцы, например, судя по всему, исправный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С-1» российского производства, маловысотная радиолокационная станция «Подлет-К1», 48, Я-6К1, или та же ракетная система залпового огня БМ-27 «Ураган», причем полностью загруженная боеприпасами. Кроме того, демонстрировались такие трофейные образцы вооружения, как танки, бронетранспортеры, гаубицы и так далее. Прекрасная иллюстрация того, насколько поспешно правительственные войска режима Башара Асада бросали свое оружие. На этом все. Благодарим за просмотр, лайк и подписку. Чтобы не пропускать новые видео, нажмите на колокольчик. Как видим, сирийская история имеет продолжение.